Привет, друзья! Сегодня мы проследим весь путь Ганнибала Лектора от реального прообраза до всех фильмов и сериалов. На обложке не случайно написано, что он никого не убивал. Ганнибал действительно никого не убивал. И своих друзей. Друзей, к сожалению, у него было всего лишь 2. Формат тоже будет необычным. Тема дружбы стала центральной. Мы собрали своих товарищей и попросили их поделиться впечатлениями от фильмов и сериалов. Результат нас удивил. Это, пожалуй, первая научная история о Ганнибале Лекторе на русском. Усаживайтесь поудобнее. Для внимательных, в книгах о Лекторе есть одна загадочная деталь – полидактилия. Будьте внимательными в ходе просмотра. Кому нужен краткий пересказ, будут тайм-коды и подсказки. А любителей кропотливого анализа мы ждем в конце. В 1963 году журнал Argosy попросил молодого журналиста Томаса Харриса поехать в тюрьму штата Нуэво-Леон в Монтерее, чтобы взять интервью у одного американца, приговоренного к смертной казни за убийство 3 молодых людей. В то время 23-летнему Харрису, имевшему за плечами опыт криминального репортера в Техасе, казалось, что он ко всему подготовлен. Заключенным был Дайкс Эскью Симмонс. Репортер, оценив его параметры, описал белого мужчину лет 30, ростом около 180 сантиметров и весом примерно 80 килограммов, с седыми волосами и карими глазами. Особые приметы, которые журналист отметил, включали шрам от неудачной операции по устранению заячьей губы и мелкие рубцы на голове. Глаза были как у озлобленной черепахи, и почти все время он скрывал их за парой черных очков. За год до этого Симмонс пытался бежать. Осужденный подкупил охранника, чтобы тот оставил дверь открытой и принес ему пистолет. Он передал деньги и подошел к заветной двери, но оказался предан. Дверь оставалась запертой. Охранник оставил деньги себе и выстрелил в беглеца, наповал уложив его. Осужденный не умер от потери крови только благодаря тому, что один очень опытный тюремный врач спас узника. Когда Харрис поинтересовался лечением Симмонса, начальник тюрьмы отпер дверь медпункта. Он познакомил журналиста с доктором Салазаром. Тот был невысоким и субтильным мужчиной с темно-рыжими волосами. Мужчина стоял неподвижно и обладал определенной элегантностью. Врач предложил Харрису присесть. Обстановка была спартанской. Оба сели на табуреты. Салазар ответил на вопросы гостя о ранениях Симмонса и остановке кровотечения. Доктор Салазар сложил пальцы домиком под подбородком и посмотрел на журналиста. Мистер Харрис, что вы почувствовали, глядя на Симмонса? Я пытался понять, соответствует ли он хоть одному из описаний убийцы, которые дали очевидцы. У вас возникло какое-то впечатление помимо этого? Не особо. Он отвечал на ваши вопросы? Ну да, но я почти ничего не смог уловить. Он довольно толстокожий, ответы у него заранее заготовлены. Заранее заготовленные ответы на ожидаемые вопросы. В камере он тоже был в своих черных очках? Да. Там довольно темно, верно? Да. Как вы думаете, зачем он носил темные очки? Наверное, чтобы спрятаться? Вы бы сказали, что эти очки придают его лицу некоторую симметрию, улучшают его внешность. Если честно, я об этом не думал, доктор. Похоже, ему не раз доставалось по голове. Когда он разговаривал с вами, не отворачивал ли он лицо чуть в сторону, примерно на 10 градусов влево? Может быть, отворачивал. Люди часто так делают. Вы считаете, что Симмонс уродлив? У него не слишком удачно сделана операция на губе, не так ли? Нет. Вы собираетесь еще раз встретиться с Симмонсом, мистер Харрис? Думаю, да, нам разрешили сделать несколько снимков с его машиной во дворе тюрьмы. У вас с собой есть солнцезащитные очки, мистер Харрис? Да. Позвольте дать вам совет. Когда будете его расспрашивать, не надевайте их. Почему? Потому что в них он видит свое отражение. Как вы думаете, Симмонса отравили в школе из-за того, что он был обезображен? Скорее всего, обычно так и бывает. Да, обычное дело. Вы видели фотографии жертв 2 молодых женщин и их младшего брата? Да. Вы бы сказали, что это были симпатичные молодые люди? Были красивые молодые люди из хороших семей. Говорят, у них были отличные манеры. Вы же не хотите сказать, что они его спровоцировали? Конечно, нет. Но если человека с детства мучили, то и сами мучения становятся слишком легко вообразимыми. Салазар взглянул на Харриса, и его лицо вспыхнуло. Распахнулось, как испуганный мотылек, обнажив жуткий рисунок совиных глаз на своих крыльях.
Вы же журналист, мистер Харрис. Как бы вы это преподнесли в своем репортаже? Как на газетном языке описали бы страх перед мучениями? Может, придумали бы что-то звучное? Например, «Приходилось ли тебе танцевать с чертом при луне?» В этот момент в дверь постучал охранник и просунул голову внутрь. Доктор, пациенты уже здесь. Прошу меня извинить. Харрис поблагодарил доктора и предложил ему позвонить, если тот когда-нибудь окажется в Техасе. Они могли бы пообедать или выпить. Оглядываясь назад, журналист не припоминал ни малейшей иронии в его ответе. Спасибо, мистер Харрис. Обязательно позвоню, когда в следующий раз отправлюсь в путешествие. В тюремном коридоре за дверью его кабинета двое охранников и монахиня из соседнего монастыря ждали вместе с небольшой группой местных жителей. Там были и мужчины, и женщины в наглаженной рабочей одежде и сандалиях, старательно вымытые перед визитом к врачу. Это были жители окрестных кварталов, которых доктор лечил бесплатно. Начальник тюрьмы проводил Харриса до выхода. Журналист поблагодарил его за уделенное время и сказал, что признателен тюремному врачу за помощь. Он спросил, как давно доктор Салазар работает здесь. Вы что, не знаете, кто это? Нет, мы говорили о Симмонсе. Врач-убийца. Благодаря хирургическому мастерству он может разобрать человека так, что от него останется совсем немного. Он никогда не покинет это место. Он безумен. Безумен? Но ведь я видел, как к нему подходят пациенты. К страждущим он благосклонен. Спустя многие годы Томас Харрис будет писать роман. Его детективу нужно будет поговорить с человеком, обладающим своеобразным пониманием преступного ума. Словно заблудившись в чертогах разума, писатель брел за своим персонажем, когда тот отправился в Балтиморскую государственную психиатрическую больницу для душевнобольных преступников, чтобы посоветоваться с одним из заключенных пациентов. Это был вовсе не доктор Салазар. Это был его коллега и собрат по ремеслу. Томас Харрис родился в 1940 году. Его отец был мелким бизнесменом, а мать — школьной учительницей. И из-за рода занятий отца семья часто переезжала. Детство и отрочество будущего писателя прошли в городке Рич, штат Миссисипи. Там он нашел себя в книгах. Особенно Томас ценил творчество Эрнеста Хемингуэя. Именно из-за него он решил пойти по его стопам и стать журналистом. После школы будущий автор поступил в университет Бейлора в Техасе, где изучал английскую литературу. Чтобы подработать, Харрис устроился ночным корреспондентом криминальной хроники в газету Waco Tribune Herald. Изо дня в день он погружался в полицейскую рутину после полуночи. Сначала реальность преступлений и темная сторона человеческой природы пугали его, но вскоре стали обыденностью. Позже писатель отмечал, что сама работа была рутинной, и тем не менее полученные опыт и знания о полицейских процедурах оказались бесценными. В те же годы Харрис писал мрачные, тщательно проработанные рассказы, которые публиковались в журналах вроде Argosy. Сразу после университета состоялся памятный визит будущего писателя в качестве журналиста в мексиканскую тюрьму. Затем Харрис решил посмотреть мир и недолго путешествовал по Европе, что привело его к сотрудничеству с Associated Press. Вернувшись в США, он переехал в Нью-Йорк и устроился там корреспондентом и редактором криминальной хроники. Освещая громкие преступления, изучая полицейские процедуры и посещая места происшествий, Харрис накопил уникальный багаж знаний, который впоследствии обеспечил беспрецедентную достоверность его романов. Решив посвятить себя литературе, Томас Харрис оставил работу в AP в 1974 году. Вместе с двумя коллегами он разработал сюжет романа на актуальную тему, вдохновленный терактом на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года. «Черное воскресенье», опубликованное в 1975-м, рассказывало о заговоре палестинской террористки и американского ветерана-снайпера, планирующих атаку с дирижабля на переполненный стадион во время финала Супербоула. Книга имела коммерческий успех и была оперативно экранизирована в 1977 году режиссером Джоном Франкенхаймером. После дебютного успеха Харрис вернулся в Миссисипи, потому что его отец был тяжело болен. Проведя 18 месяцев в почти полной изоляции маленького домика, писатель погрузился в работу над новым романом. Этот период личной печали и уединения стал плодотворным. Харрис провел масштабные исследования, консультируясь с агентами ФБР в Академии Куантико и изучая методики профайлинга и психологию серийных убийц. Результатом стал «Красный дракон», вышедший в 1981 году. Его сюжет строился вокруг вышедшего на пенсию агента ФБР Уилла Грэма, вынужденного вернуться к работе для поимки нового серийного убийцы по прозвищу Зубная фея. Для помощи Грэм обратился к тому, кто когда-то его изувечил — маньяку-каннибалу доктору Ганнибалу Лектеру.
Персонаж Лектора не был центральным, его роль оставалась эпизодической. Но Харрис выписал его как изысканного, умного и абсолютно беспринципного людоеда с тонким чувством юмора. Способность изящно и незаметно манипулировать, холодный интеллект и извращенная мораль создавали образ не просто безумца, а человека, живущего по собственному чудовищному кодексу. Дино де Лаурентис прославился сотрудничеством на родине с такими творцами, как Фредерико Феллини, Лукино Висконти и Пьер Паоло Пазолини. В числе его проектов были такие хиты, как «Серпико» с Аль Пачино, «Три дня Кондора» с Робертом Редфордом и ряд других авторских картин. Дино удалось поработать даже с Дэвидом Линчем над «Синим бархатом». Но была и другая сторона. Под началом итальянского продюсера свет увидели такие народные шедевры, как «Конан Разрушитель», «Максимальное ускорение» и, конечно, «Дюна» Линча. Цепкий как питбуль, де Лаурентис хватал самый интересный проект, предоставлял ресурсы, собирал звездный состав и лучших специалистов. Вот что говорил австрийский актер Арнольд Стронг об этом итальянце. Де Лаурентис восседал как император. У него был огромный антикварный письменный стол, украшенный затейливой резьбой, длинный и широкий, и, пожалуй, чуть повыше обычного стола. Сам Дино оказался крошечным человечком очень маленького роста, и у меня возникло желание сказать ему что-нибудь приятное, но в то же время смешное. «Зачем такому коротышке, как вы, такой большой стол?» Смерив меня взглядом, Дино сказал: «У вас очень сильный акцент. Так мне не нужен. Вы не может быть Флэша Гордон. Флэша Гордон американец. Да, вы хотите сказать, у меня сильный акцент? Тогда какой же акцент у вас? Встреча окончена». Де Лаурентис быстро распознал потенциал романа Томаса Харриса, но он боялся повторить свою же ошибку. Незадолго до этого фильм «Год дракона» провалился в прокате. Поэтому Дино решил назвать проект «Manhunter» в честь рецензии Стивена Кинга. На режиссерское кресло рассматривали нескольких кандидатов — Сидни Люмета, Майкла Уиннера и Майкла Манна. Выбор в итоге пал на будущего режиссера «Схватки». К тому времени он снял всего 2 фильма, но одного момента было достаточно, чтобы де Лаурентис выбрал его. Манн создал сериал «Полиция Майами», одно из самых популярных полицейских шоу в истории. На помощь к создателям пришел бывший агент ФБР Джон Эдвард Дуглас, пионер криминального профайлинга. Благодаря его консультациям фильм выглядел реалистичным. Визуальный язык картины создал итальянский оператор Данте Спинотти, уже сотрудничавший с Манном над «Полицией Майами». Режиссер понимал, для динамичного триллера лучше всего подходил оператор с дерзким и отточенным стилем, выкованным в горниле итальянских боевиков и комедий 70-х. На роль Уилла Грэма утвердили Уильяма Петерсона. Это была его вторая главная роль после триллера «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» Уильяма Фридкина. Майкл Манн уже работал с актером в фильме «Thief» и хорошо понимал его потенциал. Для подготовки Петерсон провел время с офицерами отдела насильственных преступлений в Чикаго и ФБР, изучая, как следователи дистанцируются от травмирующих деталей дел. Роль маньяка «Зубной феи» досталась эксцентричному Тому Нунану, впоследствии прославившемуся ролями злодеев, таких как Кейн в «Робокопе 2». Нунан интенсивно занимался в зале, чтобы подготовить физическую форму, и детально выстраивал образ вместе с режиссером. На съемочной площадке он требовал, чтобы актеры, игравшие его жертв, не видели его до съемок, а команда обращалась к нему только как к Фрэнсису, помогая оставаться в роли. Даже между дублями кульминационной сцены он делал по 50 отжиманий, чтобы сохранить необходимое нервное напряжение. На роль Ганнибала Лектора Майкл Манн изначально рассматривал Джона Литгоу, Мэнди Патинкина и Брайана Деннехи. They see some ID. All right, you're under arrest. Переговоры с Деннехи затянулись, и в итоге тот рекомендовал опытного шотландского театрального актера Брайана Кокса. На пробах Кокса попросили читать текст спиной к комиссии, чтобы оценить силу одного лишь голоса. При подготовке актер решил основывать образ Лектора на реальном шотландском маньяке Питере Мануэле, чьи жестокие преступления и грабежи в 60-х годах наводили ужас на Глазго. Под руководством Майкла Манна оператор Данте Спинотти разработал сложную цветовую палитру, передающую психологическое состояние персонажей.
Сцены спокойной семейной жизни Грэма были выдержаны в холодных синих и белых тонах, символизирующих его попытку укрыться от тьмы. Эпизоды, связанные с Доллархайдом и насилием, окрашивались в неестественные зеленые, фиолетовые и кроваво-красные оттенки, создавая ощущение сюрреалистического кошмара. Постоянным визуальным мотивом стали стекло и отражение, подчеркивающие тему двойственности и границы между охотником и жертвой, нормальностью и безумием. Для съемок интерьеров Манн настоял на использовании широкоугольных объективов, делающих пространства стерильными и пугающе пустыми. В кульминационной перестрелке он применил новаторский прием, снимая сцену на разные частоты кадров, чтобы добиться рваного, шокирующего эффекта. Съемочный процесс требовал компромиссов, поскольку получение разрешений на многие локации оказалось почти невозможным. Возникли сложности и с гримом. Изначально у Доллархайда была детальная татуировка «Великий Красный Дракон» на груди. После первых проб Манн и Спинотти сочли, что это выглядит излишне и тривиализует борьбу персонажа. Сцены с обнаженным торсом Нунана вырезали, а татуировку оставили только на картине Уильяма Блейка. Решение Дино де Лаурентиса поставить во главе проекта Майкла Манна полностью оправдалось. Режиссер-сценарист концентрированно подходил к созданию каждого эпизода, проработке героев и отбору обстоятельств для их взаимодействия. Для Манна музыка всегда оставалась полноценным персонажем, поэтому он отказался от традиционного оркестра в пользу электроники и постпанка, что сделало ленту визитной карточкой эстетики 80-х. Профессиональный пианист Майкл Рубини, известный по работе с Фрэнком Синатрой и Барбарой Стрейзанд, написал тему Грэма — пронзительную, мелодичную композицию, ставшую эмоциональным ядром картины. Львиную долю оригинальной музыки создал филадельфийский электронный дуэт The Reds. Их минималистичные синтезаторные звуковые ландшафты для сцен с лектором и зубной феей усиливали тревогу, создавая гипнотический эффект. Фильм «Охотник на людей» вышел в августе 1986 года и с треском провалился в прокате, собрав половину меньше собственного бюджета. Конкуренция в кинотеатрах того лета была беспощадной. Публике больше были интересны боди-хоррор Дэвида Кроненберга «Муха» с Джеффом Голдблумом и очередная серия подростковой страшилки «Пятница 13, часть 6». Уже второй месяц шел фантастический боевик «Чужие» Джеймса Кэмерона, а на горизонте маячили абсолютные хиты того года — «Топ Ган» с Томом Крузом и «The Karate Kid Part 2». Студия De Laurentiis Entertainment Group не смогла придумать, как продать публике фильм без звезд и без узнаваемого названия оригинального романа. Маркетинговая кампания для картины с малоизвестным актером в роли детектива ФБР не шла ни в какое сравнение с мощной раскруткой блокбастеров, где главными козырями были Сигурни Уивер, Том Круз или Ральф Macchio. Многие рецензенты также не оценили новаторство. The New York Times назвали подход Майкла Манна вкусом к излишеству, а его стиль — фальшивым. Критик Chicago Tribune Дэйв Керр писал, что режиссер верит в стиль настолько, что ему остается очень мало веры в персонажей или ситуации. Лишь редкие положительные отзывы отмечали визуальную мощь и напряжение картины. Со временем картина обрела культовый статус как неонуарный шедевр, который многие призывали. Лента аутентично и с художественным блеском осмыслила процесс криминального профайлинга задолго до его популяризации в массовой культуре. Пророческим оказался и путь Уильяма Петерсона. Спустя 20 лет он нашел свою знаковую роль в сериале CSI «Место преступления», во многом наследовавшем дух полицейского процедурала, заданного Манном. Влияние «Охотника на людей» ощущается и в таких работах, как «Прослушка». Сам же Майкл Манн в итоге стал классиком остросюжетного кино, а его более поздняя работа «Схватка» прочно вошла в историю кинематографа. «Мэнхантер» — это отличное кино, которое захватывает с первых же секунд, смотрится на одном дыхании и не отпускает до самого конца. Майкл Манн — тот, у кого получается сделать отличный триллер, оставив от первоисточника только самое нужное. В его фильме нет ничего лишнего. Ну что, я думаю, в фильме много напряжения, которое ничем не сбрасывается. Плюс добавлены зачем-то сцены секса, но при этом не показывают ни секс, ни наготу какую-то, просто камеру отводят. И типа, ну вот они... И что? А зачем? Зачем мне стену показывать? Либо показывайте, как они, либо жопу голую хотя бы. Или вообще уберите на эти сцены. Правильно говорю? Ну а что еще? Каннибала не было в фильме. ГГ он или ругается с кем-то, или с женой сюсюкается, или с сыном. Ну, как бы есть какие-то задатки вот этого мужицкого духа 80-х, но очень мало. Такой, знаешь,
такой пук просто. Вместо ядерного мужицкого запаха такой небольшой шептун. Как раз про это. Хотелось бы, чтобы у маньяка были еще какие-то мелкие подпи***ы, которых он посылал пакостить детективу, и тот бы их жестко, чтобы напряжение сбросить. Такие миньоны, крипы, чисто пофармить. Для первого фильма неплохо, посмотрим следующие. «Молчание ягнят» опубликовали в 1988 году, и роман мгновенно стал сенсацией. Если в «Красном драконе» Уилл Грэм был опытным агентом, то Клариса Старлинг, которой поручили добиться помощи Лектора в поимке нового маньяка Баффало Билла, оказалась новичком, втянутым в безумную погоню. Ты новичок? Да. Как зовут? Джефф Ву. Харрис виртуозно выстроил интеллектуальный поединок между агентом и убийцей, основанный на принципе «услуга за услугу». Книга стала международным бестселлером. Этот успех закрепил статус Харриса как мастера жанра, а Ганнибал Лектор, вернувшийся на страницы, начал постепенно превращаться в настоящую культурную икону. Процесс экранизации второго романа начался еще до публикации «Молчания ягнят». Знаменитый актер Джин Хэкман, вдохновленный предыдущей работой Харриса, сам изъявил желание участвовать в создании фильма. Его амбиции простирались так далеко, что он хотел выступить и режиссером картины, и сыграть главную роль. Дино де Лаурентис мог помешать созданию картины, но не стал. Итальянец считал роман о Лекторе бесперспективным, а потом и вовсе бесплатно передал права на персонажа для одного фильма новым продюсерам. Для него это было списанием неудачного актива, а для студии — бесценным подарком. Хэкман и О'Райан договорились поровну разделить стоимость прав в $500 тысяч на книгу Харриса. В 1989 году Джин Хэкман принял решение отказаться от мрачных ролей. По одной из версий, его просили об этом его дети, по другой, он сам устал от подобного материала. Актер продал свою долю прав обратно студии и покинул проект, оставив его без лидера и именитой звезды. После ухода Хэкмана продюсер Майк Медовой Всем привет, с вами Мэдисон, и это обзор фильма. Убедил сценариста Теда Телли продолжить работу, обещая найти нового режиссера и финансирование. Студия получила книгу от самого Харриса еще до публикации и была увлечена адаптацией. Сценарист картины видел в истории классическое путешествие героя, а Лектора написал как опасного и при этом неожиданного наставника. Джонатан Демме начал свой путь, бросив учебу и устроившись в рекламный отдел кинокомпании, где встреча с Франсуа Трюффо пробудила в нем интерес к производству кино. Он прошел школу Роджера Кормана, быстро освоив кинопроизводство, стал соавтором сценария и продюсером байкерского фильма «Angels Hard As They Come», а затем снял свои первые картины «Caged Heat», «Crazy Mama» и «Fighting Mad». До «Молчания ягнят» Джонатан Демме снимал гуманистические трагикомедии и эксцентричные истории об обычных американцах, часто используя живую оркестровую музыку. Этот уникальный авторский взгляд и привел его к материалу Томаса Харриса. Трио продюсеров обеспечило новому проекту стабильность. Их совместные усилия позволили сосредоточиться на творчестве. Ключевым визуальным соавтором Демме стал оператор Такудзи Фудзимото, работавший с ним еще со времен фильма «Melvin and Howard». Что касается музыки, то вместо звезд вроде Джона Уильямса искали талантливого, но менее известного композитора. Им оказался Говард Шор, писавший музыку к «Мухе» Кроненберга, фильму, который как раз обошел «Охотника на людей» в прокате. Джонатан Демме изначально видел в роли Кларисы Старлинг Мишель Пфайффер и Мэг Райан. Получив отказ от обеих, режиссер под давлением продюсеров согласился рассмотреть кандидатуру Джоди Фостер. Ее хвалили критики за работу в «Таксисте» Мартина Скорсезе, а в 1988 году она получила Оскар за лучшую женскую роль в драме The Accused. На роль Баффало Билла выбрали театрального актера Теда Левина. До этой знаковой роли он не был широко известен, а после нее прочно ассоциировался с образами злодеев и полицейских. Для подготовки Левин погрузился в изучение истории реальных серийных маньяков, а многие элементы его игры, включая знаменитый танец перед зеркалом, стали импровизацией. Джонатан Демме точно знал, кто должен сыграть Ганнибала Лектора. Он выбрал Энтони Хопкинса, увидев его в фильме Дэвида Линча «Человек-слон». Хопкинс, как и Левин, был театральным актером, но значительно более известным.
Первое впечатление от сценария у актера было обманчивым. Он подумал, что это детская сказка. Тем не менее, прочитав первые 10 страниц, он немедленно позвонил агенту и заявил, что это лучшая роль в его жизни. В итоге его игра получилась настолько убедительной, что пугала окружающих. Джоди Фостер признавалась, что чувствовала холод во время их совместных сцен, а члены съемочной группы избегали Хопкинса, когда он был в образе, искренне радуясь, когда его сажали в клетку. Уникальным достижением съемок стало сотрудничество с ФБР. Агенты не только консультировали актеров, но и появлялись в фильме на эпизодических ролях, что придавало деталям оперативной работы в картине невиданную ранее достоверность. Джонатан Демме и оператор Так Фудзимото использовали несколько новаторских приемов для усиления эмпатии к Клариссе и нагнетания напряжения. Первый прием — взгляд в камеру. Когда персонажи разговаривают со Старлинг, они часто смотрят прямо в объектив, создавая у зрителя ощущение, что обращаются к нему лично. Это помещает аудиторию на место героини, заставляя чувствовать ее уязвимость и давление на персонажа. Второй прием — крупные планы. Лица героев, особенно в диалогах Старлинг и Лектора, часто занимают весь кадр, позволяя уловить малейшие изменения в мимике. Холодную усмешку доктора, страх и решимость в глазах агента. Третий ключевой элемент — перекрестный монтаж. Фильм мастерски переключается между расследованием Клариссы и жизнью Баффало Билла в его логове, постепенно сближая эти две линии и наращивая саспенс. Монтажер фильма Крейг Маккей выстроил идеальный ритм, балансируя между неторопливыми диалогами и напряженными сценами преследования. Оркестровая партитура Говарда Шора стала неотъемлемой частью атмосферы. Его музыка мрачная, минималистичная и тревожная, построенная на повторяющихся мелодических темах. Она отражала внутреннее состояние Клариссы и зловещее присутствие Лектора. Фильм вышел в США 14 февраля 1991 года и стал кассовой сенсацией, собрав по всему миру около 273 миллионов долларов при бюджете в 19 миллионов. Триумф завершился на 64-й церемонии «Оскар», где картина совершила редчайший подвиг, выиграв все 5 главных категорий — лучший фильм, режиссуру, мужскую и женскую роль, а также адаптированный сценарий. Критики встретили ленту всеобщим восторгом, хваля режиссуру, сценарий и выдающуюся игру актеров. Роджер Эберт назвал ее шедевром саспенса. «Молчание ягнят» изменило жанр триллера, сместив фокус с кровавых сцен на психологическую глубину и интеллектуальное противостояние. Фильм задал стандарты для последующих картин о серийных убийцах вроде картины «7». Персонаж Ганнибала Лектора в исполнении Хопкинса позже был признан Американским институтом киноискусства величайшим кинозлодеем в истории. Впервые я посмотрел «Молчание ягнят» и «Красный дракон» в 2025 году по совету моих хороших друзей. Но здесь я буду говорить только о «Молчании ягнят», а «Красный дракон» я буду упоминать только в качестве сравнения. Фильм захватывает с первых минут. И в первую очередь интересными персонажами, а не экшеном, который стоит на переднем плане в «Красном драконе». Однако с динамикой повествования у обеих картин все в порядке. Медленная тягучая атмосфера в «Молчании ягнят» и яркая экшеновая атмосфера в «Красном драконе». Цель динамики в этих кинокартинах — отвлечь тебя, чтобы ты до последнего момента не смог выявить приближающуюся опасность. Однако «Молчание ягнят» более аутентично в этом плане, так как такие события, которые происходят в картине, все-таки требуют тишины. И даже история с похищением дочки мэра и экшн-сцены с участием самого доктора Лектора — всего лишь небольшая буфонада, чтобы вы продолжили быть отвлеченным зрителем и продолжили после этой яркой сцены наслаждаться тягучим повествованием, чтобы получить неожиданный удар и сложить увиденное ранее в единую картину. И заканчивается «Молчание ягнят» нехорошо, но отлично. Ибо, как говорилось в знаменитой видеоигре, победителей было 2. Очень рекомендую к просмотру. «Молчание ягнят» — это во многом уникальный фильм. С одной стороны, он будто бы снят Альфредом Хичкоком. Там совершенно тот же саспенс, угроза для персонажей, те же интересные женские роли, отличный каст. С другой стороны, все это помещено в обстоятельства жесткого криминального триллера. Это, по сути, апгрейд хичкоковской формулы. Я сомневаюсь, что до «Молчания ягнят» что-то подобное существовало, кроме работ самого Хичкока. Зато после него очень многое стало таким, как в фильме с Лектором.
Короче, насчет фильма, я примерно помню, что это был 1995 год, и родители купили тогда видак, примерно в это время, и сказали вот эту кассету не трогать, а там было «Молчание ягнят», и когда я посмотрел, я что-то вообще прифигел. И мне запомнилось несколько сцен. Это концовка, где главная героиня Клариса, она охотилась на Баффало Билла в ванной, и там не было цвета, и был такой выстрел в темноте. Я в этот момент очень сильно когда мелкий был. Вот. И вторая сцена, где там охраннику лицо откусили. Именно запомнилась больше всего финальная сцена в темноте почему-то. Она прям очень, не знаю, мне психику отпечаталась. Да и в целом фильм вроде бы я совсем мелкий был, но много не понимал, но фильм прям меня напугал до усрачки, я помню. Второй фильм мне понравился еще меньше, чем первый. Выглядит как пародия на фильмы про маньяков. Наверное, если бы я его смотрел в 91 году или когда он там вышел, было бы круто. Но сейчас, когда я уже посмотрел все фильмы, которые были после него, и которые эти темы лучше раскрывали, маньячные, и дурки, и маньяков, и ФБРовцев, и психотравмы, эти детские ФБРовцев. Куча фильмов было, где это сделано лучше. Здесь просто все как будто рафляно. Если в первом фильме были непонятно зачем вставлены сцены секса, которые при этом не показывали, здесь напихали каких-то приколов, тоже вообще не к месту. Какие-то выстрелы в лицо, какие-то твердые соски. Это смешно, конечно, смотреть и обсуждать, но мы же тут смотрим триллер психологический, нет? И напряжения как такового я не чувствую, чтобы это чем-то разбавлять. То есть если бы в первом фильме, где напряжение, кто-то вдруг начал бы стрелять в лицо, это было бы к месту. А тут это бессмысленно. Сцены, в которых, которые сделаны, чтобы создавать напряжение, как, маньяк, людоед разговаривает с ФБРовкой, должно быть напряжение, но при этом ты смотришь, он там говорит про запах, про говно, какие-то ботинки. А что вообще здесь? Это комедия? Она поймала маньяка, и чё? А при чем здесь травма? При чем здесь этот звонок в конце? Я не понял, какая связь ее якобы травмы с этим делом. То есть, и так каждая тема, она вроде бы есть, но она не раскрыта, а в фильмах, которые после этого выходили, эти темы раскрыты четко. Оглушительный успех предыдущей экранизации положительно повлиял на продажи романа «Молчание ягнят» и при этом создал колоссальное давление на Томаса Харриса. От него ждали не просто продолжения, а нового шедевра, который оправдал бы ожидания. К работе над третьим романом о Лектере писатель приступил еще в 1988 году. Каждое предложение, каждая деталь должны быть идеальными. Харрис ставил задачу раскрыть более глубокие слои личности Ганнибала, перенеся действие в Европу и углубившись в прошлое персонажа, чтобы показать истоки его психопатии. Сам того не зная, автор наметил сюжет, к которому ему предстояло вернуться в будущем. Спустя 10 лет после событий «Молчания ягнят» дискредитированный агент ФБР Клариса Старлинг вновь оказывается вовлечена в игру доктора Ганнибала Лектора, скрывающегося в Италии. Параллельно она становится мишенью для мести Мейсона Верджера, бывшей жертвы Лектора, который использует ее как приманку в своей ловушке. Вопреки жанровым канонам триллера, финальной схватки между Старлинг и Лектором не происходит. Вместо этого они бегут вместе, и их связь перерастает в романтическую. Этот поворот вызвал полярную реакцию. Часть аудитории сочла его гениальным развитием сложных симбиотических отношений, построенных на взаимном недоверии. Другие увидели в этом предательство сути образа Клариссы, сильной и принципиальной героини, призванной бороться со злом, а не примкнуть к нему.
Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! К декабрю 1991 года компания Orion Pictures оказалась в крупных долгах, достигших $285 миллионов по облигациям. Студия в срочном порядке продала права на многие проекты, включая прибыльную семейку Адамс, которая позже принесет доход Paramount. В итоге Orion обанкротилась, что создало правовой вакуум и открыло возможности для других продюсеров. Обладая правами на персонажа, Дино де Лаурентис использовал их, чтобы после успеха «Молчания ягнят» взять под свой контроль и возглавить создание новой киносаги о Ганнибале Лектере. Его планы столкнулись с жестокой реальностью. Практически вся творческая команда, создававшая «Молчание ягнят», отказалась от участия в сиквеле. Джонатан Демме принципиально не принял финал романа, заявив, что эта идея не имела смысла. Тед Телли не увидел художественной ценности в адаптации спорного продолжения. По аналогичным причинам отказалась и Джоди Фостер. На пост режиссера пригласили Ридли Скотта. К началу нулевых этот британский постановщик уже создал картины, ставшие живой классикой: «Чужой», «Бегущий по лезвию» и «Тельма и Луиза». В производстве у него находился и потенциальный хит «Гладиатор». В отличие от предыдущих режиссеров, Скотту нечего было доказывать. Он сам себе режиссер. Я всегда с собой беру видеокамеру. Эта творческая свобода позволила ему привнести в фильм гротескную стилистику театра ужасов, сместив акцент на зрелищность и детализированное, шокирующее изображение насилия. Первоначальную адаптацию романа выполнил Дэвид Мэммет, автор сценариев к фильмам «Хоффа», «На грани» и боевику «Ронин». Но его черновик не устроил Ридли Скотта. Тогда к работе подключили Стивена Зеллиана, получившего Оскар за «Список Шиндлера» и работавшего над картинами «Прямая и явная угроза» и «Миссия невыполнима». Он смягчил наиболее спорные моменты книги, сохранив ее мрачный и провокационный дух. Энтони Хопкинс согласился вернуться к роли, осознавая, что его персонаж из загадочного антагониста превращался в центральную фигуру сюжета. К тому моменту актер уже снялся в «Дракуле», «Чаплине» и «Никсоне». На роль Клариссы Старлинг пригласили Джулианну Мур, которая ранее работала с Полом Томасом Андерсоном над фильмом «Ночи в стиле буги» и сыграла в сиквеле блокбастера «Парк юрского периода». Фильму требовался новый антагонист, способный бросить вызов Лектеру. На эту роль студия утвердила Гэри Олдмана, известного по фильмам «Сид и Нэнси», «Дракуле», где он также играл с Хопкинсом, ну и, конечно, «Леону», где артист сыграл роль оперуполномоченного Стэнсфилда. Bring me everyone. What do you mean everyone? Для образа изуродованного Мейсона Вергера на актера накладывали сложный грим. В первоначальных титрах Олдмана не указали, что стало своеобразным маркетинговым ходом. Съемки в подлинных исторических итальянских дворцах и на улицах Флоренции придали фильму аутентичную, богатую деталями атмосферу. Ридли Скотт и оператор Джон Мэттисон отошли от камерного реализма «Молчания ягнят» в сторону откровенной стилизации. Они использовали тщательно выстроенные планы, игру света и тени, насыщенную цветовую палитру и замедленную съемку в сценах насилия. Это создавало ощущение мрачного и прекрасного спектакля, а не документального репортажа. Музыку к фильму написал Ханс Циммер, уже имевший опыт сотрудничества со Скоттом. Ридли Скотт и Стивен Зеллиан кардинально изменили концовку. В их версии Лектор предлагал Клариссе бежать с ним, но она отказывалась и пыталась его задержать. В отместку Лектор наносил себе незначительное по его меркам ранение и скрывался, оставляя Старлинг шокированной и при этом морально непоколебимой. Реакция зрителей разделилась. Поклонники книги, ожидающие шокирующей развязки, сочли киноверсию излишне голливудской. А более широкой аудитории и многим критикам именно этот финал позволил сохранить целостность и силу образа Клариссы Старлинг. Фильм оставил ощущение незавершенности. Благодаря партнерству Metro-Goldwyn-Mayer и Universal картина получила мощный маркетинг и широкий релиз. MGM занималась дистрибуцией в США и Канаде, а Universal — на международном рынке. Фильм стал оглушительным хитом. При бюджете в $87 миллионов он собрал в мировом прокате 351 миллион. В дебютные выходные сборы по США составили 58 миллионов, что стало рекордом для февраля и для картин с рейтингом R на тот момент.
Дино де Лаурентис был в восторге. Такой оглушительный успех доказывал, что франшиза может быть прибыльной без ключевых создателей оригинала. Кассовый триумф омрачали негативные отзывы, адресованные в первую очередь режиссерскому подходу. Критики указывали, что вместо психологического триллера получился стилизованный хоррор. Многие отмечали, что Джулианне Мур не удалось наполнить роль той же внутренней силой и уязвимостью, что были у Джоди Фостер, отчасти из-за менее проработанного сценария. Визуально эффектные и при этом откровенно шокирующие сцены воспринимались как замена подлинного саспенса натурализмом. Тем не менее, сборы развеяли сомнения студий. Уже в марте 2001 года, через месяц после релиза, в Variety сообщили, что Энтони Хопкинс и Стивен Зеллиан работают над идеями для нового фильма. Продюсеры были готовы продолжать франшизу и без нового романа Томаса Харриса. «Ганнибал» Ридли Скотта мне понравился. Это отличный сиквел, который рассказывает совершенно новую историю с теми же персонажами. При этом в нем интересно наблюдать за взаимодействием всех героев, направленным на поиск и поимку Ганнибала Лектора. Это мастерски снятая картина. Она выразительная, интересная, с отлично выстроенной драматургией. Я не переставал следить за сюжетом ни на секунду. Очень правильной стала работа с характером Лектора. Через истории окружающих его героев складывается целостное представление об этом персонаже, и его поступки становятся ясны и понятны. Именно поэтому я начинаю болеть то за одного, то за другого персонажа в их попытках поймать Ганнибала, что и приводит к той самой знаменитой развязке. Отличная картина и достойное завершение истории про Ганнибала. «Ганнибал», 2001 год. Ну, это прям говно. Сначала было все хорошо, какие-то перестрелки, слоумо, класс. И потом просто 1,5 часа ничего. Какая-то скука. Тетенька сидит, смотрит на фотографии, слушает аудиозаписи. Какие-то глупости происходят постоянно. Кто-то кого-то убивает, но как бы все тупят, делают, а тетенька сидит, ничего не делает вообще. И последние 20 минут просто началась мерзость. Это гуру. Я не люблю гуру смотреть, меня от него тошнит обычно. Ну и в итоге, конечно, бессмертную тетеньку так никто и не убил. Все весь фильм ее спасали, и даже руку ей отрубить не смогли, он просто руку себе отрубил. Аплодирую стоя. Такой я давно не смотрел. Каждый фильм все хуже и хуже, и мне уже страшно, что там в 4-м будет. После кассового успеха «Ганнибала» продюсер Дино де Лаурентис почти сразу инициировал новую экранизацию «Красного дракона». Его коммерческая логика была очевидной. Феномен Хопкинса Лектора создал фильм «Молчание ягнят», а картина «Ганнибал» доказала, что франшиза способна приносить огромные деньги даже без ключевых создателей оригинала. Между этими двумя лентами зияла стилистическая и смысловая пропасть. Де Лаурентис принял стратегическое решение — задним числом перезапустить серию, создав новую отправную точку в виде целостной трилогии с Энтони Хопкинсом в роли канонического Лектора. Таким образом, «Красный дракон» задумывался как приквел-перезагрузка, призванная упорядочить наследие и максимизировать его стоимость. Проект стартовал в режиме параллельного производства, что объясняет сжатые сроки между релизом «Ганнибала» и началом съемок новой ленты. Студии MGM и Universal охотно финансировали картину. Выбор на кресло режиссера пал на Бретта Ратнера. Он с юных лет погрузился в кинопроизводство, начиная с работы статистом, а затем успешно снимал музыкальные клипы. Режиссерский дебют Бретта Ратнера состоялся в 1997 году с комедийным боевиком «Деньги решают все». Настоящий прорыв случился годом позже, с выходом картины «Час пик» — динамичного комедийного боевика. Этот проект стал неожиданным мировым хитом, собравшим более $244 миллионов и установившим рекорд для комедий того периода.
Стиль Ратнера характеризовался быстрым монтажом, акцентом на экшене и фирменным приемом — использованием музыки прямо на площадке для создания нужной атмосферы. «Час пик» моментально превратил его из перспективного новичка в режиссера, доказавшего умение делать кассовое кино для широкой аудитории. Способность работать со звездами первой величины, репутация профессионала, укладывающегося в сроки и бюджет, и безупречный опыт создания кассовых хитов перевесил для продюсера отсутствие у Ратнера опыта в мрачном психологическом жанре. Его задачей стала не авторская переработка, а создание качественного, стилистически выверенного продукта, способного органично дополнить уже существующую трилогию с Энтони Хопкинсом. Творческую легитимность проекту придал сценарист Тед Телли, обладатель Оскара за адаптацию «Молчания ягнят». После принципиального отказа от работы над «Ганнибалом» он согласился вернуться к «Красному дракону», желая, по собственным словам, изящно завершить трилогию с Хопкинсом и не дать франшизе выродиться в бесконечную серию. Телли вновь работал в тесном контакте с Томасом Харрисом, который активно включился в процесс, присылая дополнительные диалоги для лектора, идеи для сцен и консультации по характерам персонажей. Перед сценаристом стояла сложная задача — расширить эпизодическую роль лектора из романа для удовлетворения запроса аудитории и участия Хопкинса, но сохранить фокус на дуэли Уилла Грэма и Фрэнсиса Доллархайда. Продюсеру Дину де Лаурентису удалось уговорить оператора Данте Спинотти вернуться к истории, которую тот уже снимал для Майкла Манна. Спинотти сознательно отошел от холодного, неонового стиля «Охотника на людей». Для новой версии он создал визуальную палитру, которую критик Роджер Эберт позднее охарактеризовал как тьму и насыщенные цвета, влажность, низкие облака, ранние закаты, холод в костях. Эта работа задала мрачную, давящую атмосферу, идеально соответствовавшую обновленной истории. Напряженную, минималистичную партитуру для фильма создал композитор Дэнни Эльфман, известный своим долгим сотрудничеством с Тимом Бёртоном. В отличие от запоминающихся мелодий своих более известных работ, для «Красного дракона» Эльфман написал музыку, служившую в основном для нагнетания тревоги и подчеркивания психологического состояния персонажей. Энтони Хопкинс согласился вернуться к роли лектора при условии действительно хорошего сценария, получив за работу $10 миллионов плюс процент от сборов. Он намеревался представить более агрессивную и менее загадочную версию персонажа по сравнению с «Молчанием ягнят». На роль Уилла Грэма был утвержден Эдвард Нортон, известный глубоким погружением в образы и склонностью к творческому контролю. С самого начала между актером и режиссером возникло конфликтное видение, особенно в первой сцене встречи Грэма с лектором. Ратнер требовал явной демонстрации страха, Нортон же настаивал на сдержанной игре, считая, что эмоцию должна передавать операторская работа. Спор был настолько серьезен, что Нортон отказывался выходить из гримерки до достижения компромисса. В итоге актер сыграл сцену с минимализмом, а страх визуализировали в следующем кадре через пятна пота на его рубашке. Этот инцидент задал тон дальнейшей работе, в ходе которой Нортон часто игнорировал указания постановщика, предпочитая работать напрямую с оператором. Роль зубной феи получил Рэйф Файнс, к тому моменту уже номинированный на Оскар за роль Амона Гёта в «Списке Шиндлера». Актер месяцами готовился физически, наращивая мышечную массу и нося протез для имитации заячьей губы. Сложная татуировка красного дракона на его спине наносилась около 8 часов. Файнс стремился избежать клише сумасшедшего маньяка, пытаясь вызвать сочувствие к травмированному и измученному человеку. Атмосфера на съемочной площадке оставалась напряженной. Авторитет Бретта Ратнера постоянно оспаривался Эдвардом Нортоном, и режиссер держался за поддержку продюсера Дину де Лаурентиса и сценариста Теда Телли. Оператор Данте Спинотти выступал в роли фактического медиатора между разными творческими группировками, обеспечивая визуальную целостность картины. Съемки, проходившие в 2001 и 2002 годах, ставили перед командой задачу визуально дистанцироваться от «Охотника на людей». Если стилистика фильма Майкла Манна строилась на холодных тонах, то новая версия использовала более теплую, но не менее мрачную палитру с акцентом на темные красные и янтарные оттенки, отсылавшие к названию. В постпродакшене конфликт между Ратнером и Нортоном перешел в стадию монтажа, где актер пытался влиять на финальный вариант. На этом этапе де Лаурентис уже полностью поддержал режиссера. Несмотря на внутренние трения, фильм был готов к запланированной дате релиза. «Красный дракон» вышел в мировой прокат в октябре 2002 года. При бюджете в $78 миллионов картина собрала 209 миллионов по всему миру. Сборы оказались существенно ниже, чем у «Ганнибала», и при этом проект все же принес прибыль. Критика вновь встретила ленту прохладно, отметив ее как компетентный, но вторичный продукт, главным достижением которого стало завершение трилогии с Хопкинсом. Для Дину де Лаурентиса это была тактическая победа. Ему удалось создать единую трилогию. На промо-туре журналисты неоднократно задавали вопрос о возможности фильма о молодом Ганнибале, что и натолкнуло продюсера на мысль о новом проекте.
претензии есть ко всему. К сюжету, к игре актеров. Может быть, еще Нортон нормально отыгрывает, но мне почему тяжело смотреть, так это именно потому, что все настолько какие-то шаблонные, настолько картонные персонажи. Нам, видимо, пытаются Нортону придать хоть какого-то объемчика за счет типа его семьи, личных переживаний, но все остальные персонажи, мама дорогая. Если у нас мерзкий репортер, то он буквально мерзкий. Загримировали и одели актера так, что его хочется причесать, помыть. Он ведет себя как сволота, он выглядит как сволота, он ездит как дебил. То же самое относится ко всем остальным персонажам. Сцены там с женой Нортона, это смотреть вообще невозможно. У этой девушки, она, видимо, проходила ту же актерскую школу, что и Стюарт для игры в «Сумерках», поэтому у нее рот не закрывается ни в одной сцене. Мне кажется, она должна была отыгрывать не томную какую-то девушку, а вроде как мать семейства, но что-то пошло не так. Когда Нортон учит ее стрелять, очевидно, в целях самообороны, у нее даже там рот не закрывается. У нее отдача такая, как будто бы она стреляет из какого-то пластикового пистолета. Естественно, волосы она не убрала, потому что тогда она будет не так привлекательно выглядеть. Ветер закрывает ей глаза челкой, рот у нее открытый. Ну, как-то так я себе представляю людей в тире, да. Еще хотела добавить про повествование. Сценарно все ключевые решения детектива, они абсолютно случайны. Там нет интеллектуального хода, как он к этим мыслям приходит. Там это просто чисто рандом. И когда они приходят со своими догадками куда-нибудь, чтобы продолжить развивать дело, они сталкиваются с проблемами уровня, ну, ребят, это догадки, и нам нужен ордер тогда уж. На мой взгляд, в общем, сценарий и актерская игра — это две большие проблемы этого фильма. Там очень много ходов сюжетных уровня, иначе кино бы не было, что называется. А-ля в финале убийца просто 5 минут ломает дверь, которую можно просто выломать ногой. И таких сцен там очень много. И в итоге все какие-то вот эти мистификации на тему какого-то демона. Мы не можем понять в итоге проблемы с башкой у главного злодея, или он настолько преисполнился и подумал, что вот он просто дьявол во плоти. Это тоже ни хрена непонятно, потому что то у него какие-то маме issues, и он все время общается с маминым портретом, то в итоге нет, я самый гениальный, и он триггерится на газетный заголовок, который гласит условно «Ха-ха, у убийцы маленький писюн». Ну, то есть, серьезно, это какой-то гениальный серийник, который... Когда они еще задумали вот эту уловку для убийцы и начали диктовать это для газеты, я подумала, да серьезно, типа, ну это должно как-то пролететь. Нет, это не пролетело, потому что это кино про каких-то идиотов, причем с обеих сторон. Ну это трэш, это просто плохой фильм. «Красный дракон» — это явная попытка повторить успех «Молчания ягнят». Поэтому создатели решили снова пригласить комедийного режиссера. В результате получилась очень хорошая история, которая расширяет роман и совершенно не похожа на фильм Майкла Манна. Актерские работы определенно оправдывают существование этого ремейка. Достойная картина. После просмотра всех этих фильмов самый первый фильм кажется уже шедевром кинематографа. В какой-то момент сегодня я даже уснул, у меня дернулась нога, я проснулся и продолжил просмотр. Все, кроме концовки, супер скучно. В концовке я сначала обрадовался, что ее поменяли, думал, что его убьют даже, а он выжил в итоге. Ну ладно, хоть так, что-то добавили. Такой. 1 из 10 заслужил. Итак, в середине 80-х известный итальянский продюсер Дино де Лаурентис задумал экранизировать второй роман, тогда еще только набиравшего популярность писателя Томаса Харриса, собственно, «Красный дракон». Роман про то, как агент ФБР Уилл Грэм, ранее поймавший маньяка Ганнибала Лектора, того самого, да, теперь ловит нового маньяка по кличке Зубная фея. В режиссерское кресло Лаурентис сначала хотел посадить Дэвида Кроненберга, затем Дэвида Линча. Он уже работал с ним как с режиссером в «Дюне» и в «Синем бархате». Но в итоге его выбор пал на Майкла Манна, который до этого отличился на телевидении сериалом «Майами Вайс», а также успел снять «Культового вора» в 1981 году, это «Зыв»,
и не очень удачный хоррор «Крепость», который The Keep в 83-м. Изначально фильм планировали назвать так же, как называется книга, то есть «Красный дракон». Но после провала фильма «Год дракона» Майкла Чимина Де Лаурентис настоял на переименовании проекта. Ну, плюс, понятное дело, не хотели, чтобы фильм путали с каким-то боевиком про кунг-фу, несмотря на то, что Манн был против и хотел оставить все-таки первоначальное название. Оператором был выбран Данте Спинотти, которого Лаурентис в то время активно продвигал в своих американских проектах. Позже Манн с ним сработается и поработает с этим оператором на нескольких знаковых проектах, таких как «Схватка» и «Последний из Могикан». В качестве саундтрека Манн выбрал электронную музыку, то есть синти-поп, в том числе также выбрал постпанк и экспериментальный какой-то психоделик-рок и прочее необычное для фильмов такого рода. На роль ФБРовца Уилла Грэма Лаурентис надеялся взять Дона Джонсона, с которым Манн работал в «Майами Вайс», однако Манн подобрал более обычного внешне Уильяма Петерсона. На эпизодическую, да, в этом фильме она эпизодическая, роль маньяка Ганнибала Лектора пойманного пробовались разные актеры, но в итоге роль досталась шотландскому актеру Брайану Коксу, все сцены с которыми, кстати говоря, были сняты за 3 дня. Кстати, сам Кокс считает своего Ганнибала лучшим и говорит о том, что в его интерпретации сделан упор на внутренний мир маньяка этого, а не на внешнюю поверхностную оболочку, там какие-то ухмылки и прочее. На роль маньяка Зубной феи взяли Тома Нунана. Это такой высокий худощавый актер, который из-за специфической внешности позже часто играл монстров или злодеев в различных фильмах. Том Нунан, кстати, очень ответственно подошел к роли и предложил Майклу Манну следующую идею. Он сказал, что для максимального вживания в роль он не будет пересекаться с основным кастом фильма вплоть до съемок совместных с ним сцен. Таким образом, кульминационные сцены должны были стать ярче. Манн согласился, хотя ради этого пришлось ему перекраивать съемочные графики некоторых актеров. В результате получилось такое действительно авторское кино, атмосферное, меланхоличное, приземленное и при этом довольно самобытное. Почти каждый кадр, он выверен, интересно построен. Игра с цветами почти как в итальянских джалло. Все актеры на своих местах, саундтрек каждый раз удивляет. Ну, по сути, перед нами, наверное, один из самых стильных триллеров 80-х. Ну и неудивительно, что в момент выхода фильм просто не поняли. Он провалился в прокате. При бюджете в $15 миллионов в прокате он собрал меньше 10. Ну, конечно, в 91 году, когда выходил знаменитое оскароносное «Молчание ягнят» и книгу «Первоисточник» и фильм открыли заново. Например, телеканал NBC к выходу «Молчания ягнят» заказал сокращенный перемонтаж этого самого «Мэнхантера» для показа по ТВ. И новая версия называлась «Красный дракон. Проклятие Ганнибала Лектора». На носителях эта версия так и не вышла и осталась таким артефактом той эпохи. Сейчас «Мэнхантер» имеет статус культового фильма, и если почитать и сравнить рецензии его современников и новые рецензии, то ругают и хвалят его примерно за одно и то же. То есть новаторство, операторскую работу, креативный саундтрек, актерские работы. То есть раньше это следить за руками. Раньше это были минусы фильма, а теперь они плавно перешли в плюсы. О чем это говорит? О том, что фильм опередил свое время, очевидно. Ну, а что было дальше? А дальше были лихие нулевые. Дино Де Лаурентис решает вернуться к Ганнибалу Лектору в нулевых. В это время Томас Харрис уже широко известен, как и известна его экранизация «Молчание ягнят». Повторюсь, собравшая несколько Оскаров. В том фильме роль Лектора, теперь уже не эпизодическую, исполнил Энтони Хопкинс. Исполнен, конечно, блестяще. С разницей в 1 год Дин продюсирует «Ганнибала» Ридли Скотта в 2001-м. Да, он успешен в прокате. И следом решается, практически с разницей в год, вписаться, по сути, ремейк того самого «Мэнхантера», то есть в новую экранизацию «Красного дракона». И тут надо понять, что если в 70-х, 80-х Лаурентис не боялся экспериментов, вспомните, когда он там продюсировал «Дюну» Линча, например, там, да, что само по себе Линч и Дюна, это странно, да. Тут он решил сыграть максимально безопасно, явно хотел, чтобы получился такой типичный голливудский блокбастер. Прямолинейный и надежный при этом. В режиссерское кресло сначала он хотел взять, по слухам, самого Майкла Бэя, но в итоге в кресло сел Бретт Ратнер. В то время он снял очень успешный «Час пик», раз и два. По факту Ратнер, за несколькими исключениями, такой голливудский ремесленник. Он в основном делал качественные проекты, но вряд ли их можно назвать авторским кино. И в этом была, конечно, основная проблема и вот это вот ремейк «Красного дракона», скажем так. Вроде бы сильный актерский состав у нас. Тут Эдвард Нортон в роли Грэма, Эмили Уотсон, Харви Кейтель, Энтони Хопкинс, конечно же. Но в этом проблема. Громкие имена, они лишают картину приземленности, вот того самого реализма, которым мог похвастаться Мэнхантер. Очевидно, в коммерческих целях Хопкинс тут больше, чем нужно, а в концовке еще и делают увязку с «Молчанием ягнят». На роль главного маньяка Зубной феи пробовались и Шон Пенн, Николас Кейдж, представляете, масштабы. В итоге роль отошла Ральфу Файнсу, это который сосвется Амон Гёт из «Списка Шиндлера» и, если правильно помню, Волан-де-Морт из «Гарри Поттера». Ну, кто знает франшизу,
думаю, поправит. Что касается операторской работы, интересный момент. В качестве оператора у нас тут опять Данте Спинотти, то есть оператором того самого Манхантера оригинального. Но, опять же, здесь задача экспериментировать, как в прошлой версии, перед ним явно не стояла, поэтому операторская работа, обычная, качественная, но обычная. Саундтрек тоже тут такой, теперь типично оркестровый, без каких-либо экспериментов. При этом Дэнни Эльфман, композитор «Красного дракона», разумеется, мастер своего дела, но тем не менее саундтрек не удивляет так, как удивлял он в «Манхантере». Да, вроде бы фильм стал ближе к книжному первоисточнику, я не читал, здесь судить не берусь. Да, расширены некоторые сюжетные линии, например, та же вот слепая девушка, которая влюбляется в маньяка, да, тут теперь полноценный персонаж, как бы у нее есть полноценная сюжетная линия. Вот, но в целом ощущение, что смотришь типичный такой голливудский триллер, который при этом еще в контексте времени выхода ощущается как какой-то придаток к Ганнибалу, наверное, или ненужный фан-сервис. Всем при этом фильм, отлично показал себя в прокате, понятное дело, собрал кучу денег и позволил продолжить франшизу. Но, как уже говорил выше, какой-то самостоятельной художественной ценности, к сожалению, этот фильм не имеет. Дино де Лаурентис лично обратился к Томасу Харрису с предложением написать роман-приквел и сценарий к фильму. Писатель категорически отказался, не имея творческого интереса к раскрытию прошлого Ганнибала Лектора. И тогда продюсер, движимый коммерческими интересами, применил жесткую тактику. В интервью Entertainment Weekly 2006 года он прямо заявил, что если Харрис не напишет приквел, это сделает кто-то другой, чтобы не потерять франшизу. По словам самого Харриса, де Лаурентис имел права на персонажа и мог распорядиться его судьбой по своему усмотрению. Этот ультиматум возымел действие. Харрис, опасаясь, что историю молодого Лектора создадут без его участия, согласился на работу. Позже он признался, что единственной причиной написания романа «Ганнибал. Восхождение» стал страх перед чужим вмешательством в судьбу его знаменитого персонажа. Таким образом, книга и ее экранизация были созданы не по творческой необходимости, а под прямым давлением. В 2003 году на Каннском кинофестивале Дино де Лаурентис официально анонсировал проект под двумя рабочими названиями The Lecter Variation и The Story of Young Hannibal Lecter. Он также сообщил, что роль Лектора будут играть 4 разных актера в возрастах 12, 16, 20 и 25 лет. В ноябре 2004 года студия объявила о назначении режиссера. Им стал британец Питер Уэббер, для которого «Ганнибал. Восхождение» был лишь второй полнометражной работой после успешного дебюта — исторической драмы «Девушка с жемчужной сережкой». Уэббер был известен не как мастер триллеров, а как визуальный эстет, тонко работавший с цветом, композицией и атмосферой. Его выбор свидетельствовал о стремлении создать не просто очередной фильм ужасов, а стилизованное, живописное кино с акцентом на психологию и визуальную выразительность. Томас Харрис писал книгу и сценарий одновременно. Роман вышел в декабре 2006 года, всего за 2 месяца до премьеры фильма. Позже писатель признался, что его энтузиазм отчасти стал реакцией на настойчивость Дино де Лаурентиса, который, по словам Харриса, мог бы сделать с персонажем все, что угодно. Производство планировалось начать в мае 2005 года, но работа над сценарием затянулась. Важным этапом стала сделка по дистрибуции в мае того же года. Североамериканские права на фильм приобрела новая компания The Weinstein Company, что могло обеспечить проекту мощную прокатную поддержку в США. Кастинг стал ключевой задачей. Необходимо было найти нового исполнителя роли Ганнибала Лектора, который не копировал бы Энтони Хопкинса и при этом сохранял харизму персонажа. Выбор пал на 20-летнего французского актера Гаспара Ульеля. К тому моменту он уже успел сняться в «Братстве Волка», получить номинацию на Сезар за роль в комедии «Целуй кого хочешь» и добиться прорыва в военной драме «Заблудшие», где сыграл загадочного подростка, помогающего беженцам. По словам сопродюсеров ленты, Дино де Лаурентис обратил внимание на Ульеля после драмы Жан-Пьера Жоне «Долгая помолвка». Эта роль принесла актеру не только международную известность, а также долгожданную премию «Сезар» как самому многообещающему актеру 2005 года. Его аристократичная, меланхоличная и при этом интенсивная манера игры идеально соответствовала образу травмированного аристократа. Для погружения в роль Ульель присутствовал на реальном вскрытии в парижском морге, чтобы понять необходимую психологическую дистанцию. В интервью он подчеркивал, что сознательно избегал подражания Хопкинсу, стремясь самостоятельно найти истоки своего персонажа. Роль тети и наставницы Ганнибала исполнила знаменитая китайская актриса Гунь Ли, к тому времени уже ставшая международной звездой благодаря работам с Джан и Моу, «Красный Гаулян» и «Проклятие золотого цветка», и признанной на Западе за роль в фильме «Прощай, моя наложница».
На роль главного антагониста Владиса Грутоса пригласили валлийского актера Риса Иванса, известного в основном комедийными и романтическими ролями. Его прорывом стала эксцентричная роль соседа Спайка в комедии «Ноттинг Хилл», принесшая ему номинацию на BAFTA. Выбор актера с таким амплуа на откровенно злодейскую и жестокую роль стал смелым шагом, призванным сломать зрительские ожидания. Для противопоставления молодому Ганнибалу Томас Харрис ввел в сюжет нового оппонента — инспектора Паскаля Папиля, пытающегося остановить маньяка. Эту роль получил Доминик Уэст, находившийся на пике популярности благодаря образу детектива Джимми Макналти в культовом сериале «Прослушка». Его участие должно было придать линии расследования моральную глубину и уравновесить мстительный порыв главного героя фигурой закона, также травмированного войной. Оператором картины стал Бен Дэвис, ранее работавший над фильмом «Слоеный торт». Его задачей было создать холодную и меланхоличную визуальную палитру для литовских сцен и передать контрастную элегантность парижских эпизодов. Подход к музыке стал одним из самых экспериментальных со времен Manhunter. Композиторами выступили Илон Эшкери и Шигеру Умебаяси. Эшкери, перспективный лондонский автор, был известен сочетанием классических оркестровых тем с современной эклектикой. Умебаяси, признанный японский мастер, начинал как рок-музыкант, а к середине 2000-х стал одним из самых востребованных композиторов восточного кино, благодаря сотрудничеству с Вонгом Кар-ваем и Джаном Имоу. Его меланхоличная, лиричная музыка с национальным колоритом стала визитной карточкой этих визуально насыщенных картин. Сюжет фильма рассказывает, как во время Второй мировой войны 8-летний Ганнибал Лектор теряет родителей и становится свидетелем чудовищного акта каннибализма. Банда литовских коллаборационистов, скрывающихся в охотничьем домике, убивает и съедает его младшую сестру Мишу. Эта травма навсегда меняет мальчика. Повзрослев и перебравшись во Францию под опеку тети, леди Мурасаки, Ганнибал использует свой выдающийся интеллект и медицинские знания, чтобы начать методичную охоту на выживших членов той банды. Путь мести окончательно стирает в нем остатки человечности, превращая травмированного сироту в хладнокровного и утонченного монстра, следующего извращенным путем самурая в уничтожении врагов. Метод работы Питера Уэбера можно охарактеризовать как психологический реализм, направленный на исследование истоков зла через глубокую травму, а не через эксплуатацию ее ужасных последствий. Режиссер сознательно отверг эстетику кровавого гротеска, доминировавшую в фильме «Ганнибал». Вместо шока и откровенного насилия Уэбер сделал ставку на сдержанное, мрачное напряжение. Насилие часто показывалось не прямо, а через намеки, звуки или его последствия, что смещало фокус со зрелищности на необратимое психологическое воздействие на героя. Центральной задачей стало не напугать, а проследить, как чудовищная травма системно выжигает в мальчике человечность, оставляя лишь интеллектуальную холодность и жажду жестокой мести. Операторская работа Бена Дэвиса и музыка Шигеру Умебаяси стали активными повествовательными инструментами. Визуальная палитра была четко разделена. Сцены детской травмы в Литве сняты в статичных, вымороженных тонах, создающих ощущение застывшего ужаса. Парижский период представлен более теплой и при этом искусственной и тревожной эстетикой, где тени прошлого вторгаются в настоящее через отражение и навязчивые детали. Лиричные музыкальные темы Умебаяси, сопровождавшие сцены с леди Мурасаки, позже звучали контрапунктом в актах мести, создавая жуткий диссонанс между утонченной формой и варварским содержанием, что точно воплощало внутренний конфликт персонажа. Творческий подход Уэббера в «Ганнибале. Восхождение» стал целостным авторским высказыванием, которое вступило в противоречие с ожиданиями аудитории франшизы. Режиссер создал не триллер или хоррор, а скорее остросюжетную психологическую драму, мрачную притчу о рождении монстра. В прокате приквел про Ганнибала потерпел кассовый крах, установив антирекорд франшизы. При бюджете в $75 миллионов мировой сбор составил лишь 82 миллиона. Для студии это означало провал, так как для покрытия маркетинговых и дистрибьюторских издержек требовалась сумма примерно вдвое превышающая бюджет. Единственным успехом фильма стала его последующая популярность на домашних носителях. Критики подвергли фильм жесткой оценке. Основной упрек касался потери таинственности персонажа. По мнению обозревателей, попытка объяснить истоки зла Ганнибала Лектора через детскую травму свела его к набору дешевых психологических клише, заменив ауру непостижимого ужаса поп-психологической банальностью. Издание Variety констатировало, что стилизованная эстетика режиссера Питера Уэббера плохо сочетается с механистическим сюжетом мести, называя фильм медлительным и лишенным жизни. The Hollywood Reporter был беспощаден, отмечая неловкую актерскую работу, неуклюжие диалоги и мучительно затянутый хронометраж. Позитивные оценки касались лишь двух аспектов. Во-первых, игры Гаспара Ульеля, которого хвалили за создание собственного образа, а не копирование Хопкинса. Во-вторых, безупречной визуальной составляющей, операторской работы, дизайна декораций и костюмов.
Некоторые рецензенты допускали, что если рассматривать фильм как отдельную европейскую драму о мести, а не как часть франшизы, его можно воспринять лучше. Эпоха полнометражных фильмов о Ганнибале Лектере завершилась. Записываю свои впечатления от фильма. И, скорее всего, это будет небольшой набор пунктов, почему он на меня не сработал и почему я не получила особого удовольствия, пока его смотрела. Примерно, если оценивать по 10-бальной шкале, это где-то будет для меня 6 из 10. Во-первых, моментами постановка была очень утрированная, гиперболизированная, и контраст, который хотел показать режиссер, слишком очевиден. Например, между счастливой семьей и войной. Очень много таких утрированных моментов, которые показаны в целом очень просто и очень буквально, очень нарочито для меня, и поэтому мне не очень-то верилось в всю начальную драму. А во-вторых, в фильме отражены события Второй мировой войны, и то, как они отражены, плохо ложатся на то, как меня школа культуры и так далее воспитывала и достаточно подробно погружала в эту тему. То есть, опять же, это претензия та же самая, что показано очень гиперболизированно, и видно, как пытаются выжать эмоции из меня, как из зрителя. Все достаточно примитивно, нет каких-то моментов, которые бы действительно могли бы в этом плане зацепить, как в драме. Ну и, наверное, в целом это недостаток исходного материала. Например, в кусок, где нашего героя появляется богатая тетушка-японка, которая говорит на нескольких языках. В это, конечно, верится с трудом. Это как бы примерно 50-е годы 20 века. Вообще этот кусок показался самым слабым, и персонаж показался самым деревянным. Абсолютно неживая речь, неживые диалоги и так далее. Но в целом было еще несколько моментов, которые не работают с этой же точки зрения. И я говорю не то, что в жизни так не бывает. То есть я отдаю на откуп, что есть художественный вымысел и так далее. Но здесь в совокупности просто для меня это все не сработало. Фильм красивый. Актеры на главную роль тоже нашли милого, красивого. Но поверить в целом в историю мне было достаточно сложно. «Ганнибал. Восхождение» — это первый фильм про Ганнибала, который я посмотрел полностью. И еще во время его выхода я учился в школе. Тогда он мне показался хорошим. Сейчас, конечно, я понимаю, что старательный подход к созданию этой картины был обусловлен желанием продюсера запустить новую трилогию, поскольку предыдущую он завершил, но из этой затеи ничего не вышло. Фильм вроде бы технически хорош и по сути неплох, но на деле он самый слабый из всех. Ну что сказать, фильм такой одноразовый. Жаль, что мне пришлось его смотреть во второй раз, конечно. Ну ладно. Мстя какая-то скучноватая. Детектив, весь фильм ходил, пердел. В итоге так никого и не поймал. И мы смотрели полфильма, вот эти вот детективные похождения и угрозы, если это все ничем не закончилось. Опять секса не дали. Опять какой-то миньон в виде японки ходит за ГГ, то помогает ему, то говорит: нет, ты плохой, я тебе не буду помогать. Потом опять помогает, потом опять через 10 секунд говорит: нет, ты плохой, я тебе не буду помогать. Весь фильм показывают какое-то сексуальное напряжение, но в итоге никто даже язык не пососал, кроме главного злодея. Я так думаю, все-таки здесь какой-то первоисточник проклятый. Потому что вот сколько ни старались, только у первого режиссера получилось что-то снять похожее на фильм. Все остальные фильмы сняты пойми кем, пойми как. Ну, не может быть, чтобы все были бездарностями. Наверное, это просто оригинал такой бездарный. И зачем по нему столько фильмов наснимали? В первом фильме режиссер хотел сделать что-то, но ему все время по рукам палкой и не давали там никакие драки устроить, там ножовщину. Но чувствуется, что он прямо так хотел, но либо вырезали, либо его просто связывали там и говорили: нет, вот так снимай по книжке. По книжке он просто сидел и разговаривал сам с собой. Привет, я про Лектора посидел и подумал. Понял, что
вообще ничего нормально не помню из того, что смотрел. Так что записывать мне нечего, извини. После фильма 2007-го казалось, что франшиза о Ганнибале зависла в бесконечном лимбо, но настоящие кинозлодеи никогда не умирают до конца, и поэтому уже через 4 года о гениальном докторе-психопате заговорили вновь, только в этот раз ему собирались найти новый дом на ТВ. За разработку проекта отвечала продюсер Кэти О'Коннелл, которая привлекла к своей инициативе старого знакомого сценариста Брайана Фуллера. Грядущий сериал начали разрабатывать для «процедурального» в кавычках канала NBC, где О'Коннелл когда-то в прошлом работала главой драматического направления. С Фуллером продюсер ранее сотрудничала на «Героях», но потенциал в концепции автора она увидела и за счет его черной телевизионной комедии «Мертвые до востребования». К тому же Фуллер был знаком с процедуральным форматом до этого, ведь он начинал свою карьеру еще на звездном пути Voyager, где подход с приключением недели был обычным делом. Новый проект представлял собой своеобразное переосмысление истории знакомых героев, которая была рассчитана одновременно на новых зрителей и знатоков работ Харриса. Как говорил тогда сам Фуллер, аудитория знает о том, кто такой Ганнибал, поэтому мы не делаем упор на его злодейскую натуру. Мы выворачиваем наследие наизнанку, подарив аудитории неожиданные твисты и повороты. Фуллер, как и автор «Восхождения», решил сделать своеобразный приквел «Молчания ягнят», но не стал двигать хронологию так далеко в прошлое. Его история рассказывала про спецагента ФБР Уилла Грэма, который обладал необычным даром. Он мог погружаться в психику серийных убийц, чтобы охотиться за ними и приводить их к правосудию. Однако это умение ужасным образом сказывалось на его собственном состоянии. Из подачи своего начальника Джека Кроуфорда он получал своеобразного напарника, амбициозного и профессионального психиатра Ганнибала Лектора. А дальше между двумя главными героями начиналась сложная игра в кошки-мышки, где Лектор постоянно и незаметно старался утянуть Грэма во тьму, а тот, в свою очередь, боролся с демонами в душе. «Ганнибала» сложно было назвать экранизацией в традиционном смысле слова, учитывая формат сериала и авторский подход Фуллера. Можно сказать, что это действительно было своеобразное переосмысление, которое охватило главные темы и тон сюжетов Харриса. И оно очень понравилось NBC, так как канал заказал сразу целый сезон из 13 эпизодов. Фуллер быстро усилил свой проект с помощью отличных актеров, первым среди которых оказался Хью Дэнси в образе Уилла Грэма. Ему очень эффективно удалось передать трагизм своего нервного персонажа, который постоянно боится пасть во тьму. Но гораздо более важным был кастинг Ганнибала, ведь будущему артисту нужно было следовать по стопам самого Энтони Хопкинса. Занятие, прямо скажем, не очень простое. Впрочем, прицельный взгляд Фуллера не подвел его и здесь, ведь новую версию Ганнибала исполнил датский актер Мадс Миккельсен, который к тому моменту уже был известен массовой аудитории по роли злодея из нового «Казино Рояль», а банда синефилов знала его и благодаря картинам Николаса Виндинга Рефна, «Диллеру» или «Пушеру», как его знают в другом варианте, и «Вальгалле». Заодно проект усилили звездным именем Лоуренса Фишборна, который взял на себя роль Джека Кроуфорда. Позже в шоу затащили других отличных актеров, включая Джиллиан Андерсон, исполнившую роль доктора Биделии, психиатра Ганнибала. Кто сейчас сказал «Сопрано»? Еще одним ключевым именем для шоу стал постановщик Дэвид Слейд, который придал сериалу стиль мрачной готической сказки. И эта сказка изначально странно смотрелась в линейке канала NBC. Сериал был слишком мрачным и слишком отличался от другой продукции площадки. Дело дошло до того, что через 4 эпизода партнер NBC в штате Юта прекратил показ шоу из-за жестокой натуры его наполнения. Кроме того, 4-й эпизод про детей-убийц попросил снять с эфира в США сам Фуллер. Предположительно, причиной стала стрельба в школе Сэнди Хук в 2012 году. И на фоне трагических событий автор явно не хотел поднимать такую острую тему. Странность Ганнибала на NBC касалась структуры первого сезона, поскольку он, видимо с подачи начальства, тоже представлял собой процедурал с классической формулой убийцы недели. Вот только визуал и темы в нем больше напоминали не эфирную продукцию,
а что-то с канала HBO. Каннибалы, извращенцы, литры крови и повсеместный символизм, который передавал привет настоящему детективу. Когда Фуллер и авторы со второго сезона начали отходить от концепции процедурала и сосредоточились на центральной психологической ветке с Ганнибалом и Уиллом, то драматургически результат смотрелся все лучше и лучше. Но параллельно у боссов NBC наверняка поднималось давление, поскольку происходящее на экране не могло их не напрягать. Изначально шоураннер планировал, что его детище будет жить на экране 7 сезонов, где первые 3 рассказывали бы новые истории, а потом сюжет добрался бы до полноценной экранизации книг Харриса. Но судьба распорядилась иначе. Хотя третий сезон со своей версией Доллархайда в исполнении Ричарда Армитиджа стал самым цельным и красивым из всех, это не помогло успехам шоу в глазах начальников. Они решили не продлевать сюжет, хотя история заканчивалась откровенным клиффхенгером и схваткой между Ганнибалом, который уже раскрыл свою натуру, Уиллом и Доллархайдом. Это решение стало ударом для фанатов шоу, однако его нельзя было назвать непредсказуемым, учитывая изначальное отношение канала к своему бастарду. Фуллер еще пытался возродить своего Ганнибала на Amazon и Netflix, но этому уже не суждено было сбыться. Многие фанаты долгое время верили, что сериал удастся вернуть, однако в какой-то момент авторам просто пришлось признать, что шансов на это нет. И хотя практически весь актерский состав заявлял, что готов вернуться к своим ролям, история Ганнибала на NBC завершилась в 2015 году, а затем Фуллера унесли с собой на канал Starz американские боги. Сериал про Ганнибала стал вторым моим сознательным знакомством с этой франшизой после фильма «Ганнибал. Восхождение». И я как сейчас помню, что перед началом очередного учебного года за день посмотрел весь первый сезон. И тут же забыл. Вот такой я был внимательный зритель. Запомнил лишь сюжетный твист. Главный герой оказывается в клетке вместо Ганнибала. Здравствуйте, сейчас вы услышите безумно важное мнение по всей франшизе Ганнибала. По большей части я, наверное, остановлюсь тут на сериале, но пока вкратце давайте пробежимся. Так, «Манхантер» — отличный фильм, во. «Молчание ягнят» — лучший фильм, во. «Ганнибал» — нормальный фильм, нормальный. «Красный дракон» — отличный, похуже «Молчания», похуже «Манхантера». Далее у нас был «Ганнибал Реквием», абсолютно отвратительное кино. Ни в коем случае не смотрите, не читайте первоисточник. Он был написан исключительно как вариант сценария. Думаю, об этом видео вам рассказали. А еще у нас есть сериал. Сериал шоураннера Брайана Фуллера. Абсолютно фундаментальнейшее произведение, которое, по сути, все книжные арки, вот эти наши любимые, немножко извратив, немножко художественно, вот так эстетично все прикрыв, пересказывает практически все фильмы, кроме «Молчания ягнят». Почему нет «Молчания ягнят»? Потому что Брайан Фуллер, к сожалению, каким бы гением он не был, так как тут у меня есть возможность высказаться, я выскажусь. Посмотрите первый сезон «Американских богов», тоже под его шоураннерством. Но только первый сезон, дальше его сняли, и быть смотрибельным это перестало. «Ганнибал» — это самое такое очень эстетически, очень точно передан первоисточник при этом, то есть, он не превращается в полный трэш, и даже такие слабые произведения, как «Ганнибал Реквием», чуть-чуть выравниваются в третьем сезоне сериала, потому что Брайан Фуллер, наш великий шоураннер, он очень хорошо поработал с первоисточником, очень хорошо все связал, очень красиво, великолепнейший каст, просто Уилл, вот все. Как бы я не любил Эдварда Нортона в «Красном драконе», Уилл Грэм в «Ганнибале» — это просто супер-мега-краш. Ты же девочка. Девочка. Мац — это Мац. Темнокожий мужчина из «Матрицы» — это темнокожий мужчина из «Матрицы». В общем, все прекрасно абсолютно. Первый сезон смотрится как такой процедурал. Там, конечно, есть общая сюжетная линия, но все равно не то. Второй и третий сезон абсолютно серии, связанные друг с другом между собой общей мифологией, общим вот этим всем. То есть смотрится примерно как, сейчас как раз пересматриваю, второй сезон «Твин Пикса». Все связано со всем, все просто... Вау. Сериал — это лучшее, что случалось. Очень жаль, что так все вышло, что мы
не увидели и, вероятнее всего, не увидим экранизацию одной из самых важных арок «Молчание ягнят» в исполнении от Фуллера. Очень жаль. Очень жаль, но, может быть, случится чудо, может быть, случится Twin Peaks The Return, может быть, когда-нибудь. Будем надеяться и верить. Впрочем, телевизионная история Лектора не закончилась вместе с Ганнибалом. По иронии, в этой саге была еще одна глава, которую, правда, вряд ли кто-то сегодня вспомнит. Речь идет про еще один сиквел «Молчание ягнят», шоу под названием «Клариса», которое выходило на CBS. Правда, в отличие от работы Фуллера, оно продержалось в эфире всего один сезон. История Кларисы во многом иронична, так как в ней есть определенный символизм, связанный с карьерой того же Фуллера. Дело в том, что за разработку Кларисы отвечал Алекс Курцман, сценарист «Трансформеров» и 2 полнометражных перезапусков «Звездного пути», который позже возглавил и все теленаправление трека. Ирония заключается в том, что этим изначально должен был заниматься Фуллер, который начинал свой творческий путь с Voyager'а. Но из-за загадочных перестановок за закрытыми дверьми Paramount его проект под названием «Звездный путь Discovery» перешел к Курцману. И с тех пор фантастическая вселенная Джина Роденберри, скажем так, находится не в лучшем состоянии. С адаптацией работ Томаса Харриса, что очевидно, произошла похожая история. Сначала что-то делал Фуллер, а по его пятам прибежал Курцман. Но разница заключается в том, что первый сценарист в этот раз все-таки закончил свой проект, пусть и на открытом финале. Поэтому аудитория могла легко сравнить качество 2 сериалов. Разработка Кларисы стартовала в 2020 году, причем с ней Курцману помогал еще один творческий партнер с трека, Дженни Люмет. Но производство шоу сразу столкнулось с пачкой проблем. Вначале задержку вызвала пандемия коронавируса, которая буквально заморозила всю киноиндустрию. Но первой реальной проблемой стали права на франшизу, суть которых уже напоминала «Лабиринт сумасшедшего». Из-за ограничений этих прав новые создатели даже не могли упоминать имя Ганнибала. Курцман пытался отмахнуться от этого косяка, заявив, что такой подход якобы дает свободу, но уже на старте было понятно, что этот момент оттолкнет часть зрителей, которая, конечно же, захочет увидеть новую версию Ганнибала. Тем не менее, несмотря на проблемы, шоу добралось до экранов в 2021 году. Роль Кларисы тогда досталась актрисе Ребекке Бритц. Завязка же выглядела следующим образом. После событий «Ягнят» Клариса присоединялась к специальному подразделению, которое охотилось за опасными преступниками. И ей нужно было не только ловить новых негодяев, но и разбираться с собственными демонами и даже коллегами, потому что те недолюбливали ее после истории с Лектором. Иными словами, структура истории теперь и правда представляла собой типичный махровый процедурал, где удобным образом попытались откреститься от сильных связей с другими сюжетами вселенной. Вероятно, что именно на такой результат рассчитывали ранее с Ганнибалом в NBC, но малость недооценили творческие силы Фуллера. Оценки аудитории были предсказуемо суровыми. Кому-то не нравилась форма преступления недели, а кто-то хотел увидеть больше связей с другими работами Харриса. Но самая популярная претензия звучала так: «Лучше бы вы сделали 4-й сезон Ганнибала». Клариса не стала совсем уж страшным провалом для CBS, потому что в среднем каждый эпизод собирал в США 2-3 миллиона зрителей. Но жизнь шоу все равно ждала недолгая. Проект планировали продлить на 2-й сезон, переместив с эфирного канала на стриминговый сервис Paramount+, где уже крутили трек Курцмана до этого. Но переговоры с продюсерами студии MGM, что называется, встряли, а искать альтернативы уже было на тот момент поздно. И поэтому заключительная серия сезона, 13-я, оказалась последней и для всего сериала. Можно сказать, что история Кларисы закончилась так же бесславно, как и началась. Остается надеяться, что Фуллер хотя бы этому немного порадовался. По поводу фильмов про маньяков. В принципе, никогда специально я их не смотрел. Мне эта тема в целом не особо интересовала никогда и не была интересна. То есть, очевидно, я смотрел много телевизора в свое время, поэтому, естественно, про все основные фильмы до где-то 2015 года я в курсе, как минимум. Вот, соответственно, Ганнибал Лектор, Молчание ягнят,
Вот это все. Ну, с натяжкой я могу сказать, что мне, наверное, нравились бы слэшеры. И, в принципе, из слэшеров разве что и то, только Джейсон. И то, опять же, за эстетику. Ходит неубиваемый монстр с мачете и магическим образом появляется у всех за спиной и убивает. Ну, короче, жвачка для мозгов. Посмотрел, забыл. Вот. А в целом, я считаю так, что вот именно маньячная тема, вот угорать по вот этому, фанатеть, вот это стопроцентная женская тема. Опять же, читая посты во всех этих соцсетях, именно женская половина смотрит у нас всякие криминальные хроники, всякие такие вот вещи. Вот. Ну, опять же, хорошо, то, как показывают Ганнибала Лектора в фильмах, я понимаю, почему их может это привлекать. Статный мужчина в костюме, ну, красиво говорит, за всеми ухаживает. То есть, понятно, ну, в целом вся эта маньячная тема, это, вот я считаю, больше, конечно, по женской части, чем по мужской. А так, про маньяков смотреть, ну, разве что вот, если там хороший сюжет, не мое это, не мое. Помимо «Молчания ягнят» и «Красного дракона» я посмотрел несколько эпизодов сериала «Клариса», посвященный Кларисе Старлинг, главной героине «Молчания ягнят». Хоть в противостоянии с Буффало Биллом Старлинг вышла победителем, но понесла значительные психологические травмы, которые она отчаянно пытается скрыть. 3 эпизода, идущие за ними 4-й, очень важны и являются своего рода психотерапией для Кларисы. В новом месте, с новыми товарищами, Клариса работает не над делами маньяков, а обычных сломленных людей и их окружением, которое норовит превратить их в тех чудовищ, с которыми она боролась. И не зря этими сломленными людьми в первых сериях является принципиальный солдат, который следовал приказу, но был списан со счетов, и загнанный в угол ребенок, который совершил преступление из-за своего властного отца. Эти персонажи олицетворяют опоры, на которых держится сама Клариса, долг службы и фигура отца, которая напрямую повлияла на становление агента Старлинг. Эти колонны дают трещину, показывая неустойчивость героя агента Старлинг и превращая ее в обычную женщину, пережившую ужасный травматический опыт, с которым не может помочь психолог, и который можно пережить, лишь столкнувшись с ним лицом к лицу. Это прекрасный сериал, который позволяет взглянуть на обычных людей во вселенной Ганнибала Лектора. Но, сконцентрировавшись на Кларисе, я забыл упомянуть о другой выжившей жертве Баффало Билла, дочке сенатора Кэтрин Мартин, которую ее прошлое буквально держит за поводок. И о агентах, которые отдают всех себя, но не получают ничего взамен. И о жертвах медицинских компаний, которые находятся под их давлением. И о самих медиках, чей синдром мессии подталкивает их на путь безумия. И еще многих и многих обычных людей, которые появляются в этом сериале, близких нам, которые просто живут и видят, скорее всего, все эти фильмы о людях-монстрах, о которых нам уже рассказывали в этом видео. Но забывают, что они, монстры, невероятно близко. Может быть, в одном действии, в одном отражении, в одном взгляде. Каково это быть? Прекрасно. Спасибо за внимание. Мы проследили, как зародилась и завершилась франшиза про Ганнибала Лектора. Новый формат с нашими отзывами внезапно позволил выяснить, что лучшей экранизацией оказался Мэнхантер. А еще я не ожидал увидеть в одной из цепочек отзывов о фильмах целую дугу характера. Этот выпуск получился длинным. В следующих подумаем, как закоротить обратно. Ну а пока передаю слова моему коллеге. Не, ну, слушай, если коротко, это было сильно, очень сильно. Мы с лицом оргазмирующего гиббона отдавались этому проекту, что опять пропали на много месяцев. Но это того стоило. Я, в принципе, обожаю все, что мы делаем на этом канале, и мне очень важен, особенно, фидбэк от наших пока немногочисленных зрителей. И эту радость действительно хочется с кем-то разделить. Подписывайтесь на канал, Бусти и Телеграм, если хотите поддержать нас. И следите за новостями. Всем пока!